Но на самом деле это ошибка. Все равно подгорает. У всех стримеров подгорает. A few moments later. Почему? Топовых девочек-стримеров нету. Ну, надеюсь, ты в плюсе. Я все сама. Я ничем больше не занимаюсь, не увлекаюсь, только казино, только гэмбла. Меня вот так вот просто щелкнуло. Я точно остановлюсь. Они все просто не понимают, я-то знаю, как на самом деле нужно играть. Но не тут-то было. Девочкам в этом плане тяжелее. Только одна цель – стать топ-1. Привет, друзья! Готовьтесь разрывать свои шаблоны. Сегодня у нас в гостях стримерша, которая докажет, что место под солнцем в гэмблинге есть не только для сильных и бородатых. Малая казино. Спасибо тебе большое, что согласилась на интервью. Я очень рада тебя видеть. Приятно будет пообщаться. Привет, спасибо большое, что пригласили. Начну сразу с актуалочки. Куда ты пропала? На последнем твоем стриме, если я не ошибаюсь, 27 февраля ты сказала: я подлечусь и появлюсь. Ты не появилась уже вот на данный момент больше месяца. Как ты вообще? Где ты? Через дня 3-4 у меня грозит переезд, у меня уже часть вещей собрана, кроме моей вот этой комнаты. Я перееду, все подключу и сразу же вернусь ко всем, кто меня ждет. Соскучилась по казино? По стримам, да. По казино не особо, потому что я лудик еще тот, и практически день через день я играю. Казино в моей жизни присутствует практически каждый день. Тогда почему ты это не стримишь? Хороший вопрос, но не всегда хочется включать ОБС-ку и стримить на всех, иногда хочется полудить одной. На самом деле это большая проблема, что лучше сделать стрим, пусть он даже будет недолгий, но он будет со зрителями, да, то есть это, рост канала, это новые подписчики, да, как бы в любом случае, но не всегда хочется, то есть прилюдно сидеть и играть. Иногда хочется в одиночестве. Ты имеешь в виду, что нет просто социального ресурса какого-то и не хочется особо общаться? Не то, что не хочется общаться, просто когда, например, ты на стриме проиграл денег, и, замазался, да, то есть там у тебя уже там, приличная замазка, и ты хочешь спокойствия, когда у тебя нет вот этого чата, вот этих советов. Стримеры меня поймут, когда тебе начинают советовать, и когда ты в замазке, это очень сильно раздражает. Кто не стримит, зачастую этого не понять, типа, что такого, там пишет и пишет, можно не прочитать же, можно это, но на самом деле начинает гореть так, то, что, вот прям даже читать не хочется. Все со своими советами, ты не в тот слот играешь, тебе надо вот там, ты сейчас там 100% отмажешься, поэтому от этого устаешь, и когда у тебя уже есть цель отмазаться, лучше типа одной посидеть, поиграть, но на самом деле это ошибка. Я считаю, что это ошибка, что лучше всегда, когда садишься играть, запускать стрим, но пока не всегда получается. Я думала, когда ты постоянно стримишь и постоянно эти советы капают тебе на мозги, ты просто на них уже не реагируешь в какой-то момент, это для тебя как фоновый шум, и, как мне казалось, стримеры просто что с камерой, что без камеры, по сути, одно и то же делают и не обращают внимания на чат, когда не хотят этого делать. Я думаю, что каждый стример обращает на чат, и рано или поздно, даже если стример один стрим, второй стрим держится, все равно подгорает, все равно. Никто не любит, когда тебе советуют, и начинает, особенно вот эта уверенность есть у зрителей, якобы, что вот 100% слот даст. Вот откуда эта уверенность, я не знаю. А это вот такой слот, который он априори не может много дать, да, но от этого начинаешь уставать в любом случае. У всех стримеров подгорает. Вот кого я знаю, кого я смотрю, нет, всех подбешивает, абсолютно всех, никто не может удержаться на чат. Никто, нет, даже старые стримеры иногда дают реакцию своим зрителям, потому что невозможно иногда, бывает прям пиковые моменты наступают. Я заметила, что ты на своих стримах остро реагируешь, когда пишут о других стримерах игроки, либо когда советуют слоты вне очереди, так сказать. Это именно то, о чем ты говоришь? Именно вот это тебя раздражает, эти два момента?
Когда долго стримишь, и опять же повторюсь, когда есть замазки, не очень, ну, вообще не очень, когда люди советуют. А по поводу стримеров, я считаю то, что у себя на стриме я, ну, не то, что не имею права, а не должна обсуждать других стримеров. Какое я право имею кого-то обсуждать на своих стримах? Да, то есть мне бы не понравилось, если бы меня обсуждали в хорошем, в плохом контексте, да, поэтому я, ну, придерживаюсь этого же мнения, и никаких стримеров, как бы я хорошо к кому ни относилась, я не обсуждаю. То есть у меня на стриме, да, это запрещено. То есть если человек не понимает, он уходит либо в мут, либо в бан. Ну, зачем? Идет мой стрим. Я стример, я главное лицо. Зачем я буду говорить о других стримерах? Для чего? Довольно резонно. Тогда я сразу задам вопрос про другого стримера. Собственно, у нас в нашей рубрике был гость, DJ Wild. Он рассказал, что вы с ним общаетесь, вот, и ты у него одалживала некую сумму, если я не ошибаюсь, это 50 тысяч рублей, на то, чтобы купить что-то для стримов. То ли камеру, то ли компьютер, он это точно не сказал. Вот, собственно, в чем вопрос? А почему ты обратилась именно к нему, и купила ли ты то, что ты планировала? Да, была ситуация какая. Я буквально на тот момент начинала только стримить, может быть, месяцев 7 с плювами, то есть у меня было, ну, полгода можно взять, и на тот момент у меня было не все очень хорошо, но я накопила определенную сумму денег, чтобы заменить компьютер, потому что предыдущий компьютер уже немного не вывозил стримы, мне надо было что-то более мощнее. И мне не хватало буквально 50 тысяч рублей. То есть я его купила, но я заняла сначала у друга человека буквально на неделю. Там человеку, ну, нужно было в срок отдать, потому что, ну, там что-то купить надо было, за что-то рассчитаться, я точно не помню за что. Но, в общем, да, то есть я пообещала, что я отдам в срок. И получается, у меня остается один день, и особо некому обратиться, да, то есть, ну, там, к родителям, к родственникам я никогда не обращаюсь, да, то есть, ну, там, занять что-то на стримы, на еще что-то, я все сама. И у него как раз шел стрим, и на самом деле мне было не очень ловко спрашивать, но у меня как бы вроде как не было выбора. Я ему написала, думаю, да, нет, нет. И вот он меня выручил, то есть я отдала человеку деньги, но DJ Вайлду я чуть-чуть запоздала. То есть получилось, но мы с ним созвонились, я его спросила, то есть тебе, ну, как бы там срочно надо, не срочно, как бы у меня вот, ну, не получается чуть-чуть в срок отдать. Как бы вот когда. Я ему сказала до конца месяца, и я с ним рассчиталась. То есть, ну, мне, получается, надо было просто перехватить некую сумму, потому что на тот момент я только начинала, и как бы, ну, не было каких-то больших финансовых возможностей. То есть там сумма 100-150 тысяч рублей на тот момент была достаточно весомая для меня. А на сегодняшний день весомая? Ну, на сегодняшний день, думаю, что уже, наверное, нет. Это связано с казино? Да. Весь мой доход – это только казино. Я ничем больше не занимаюсь, не увлекаюсь, только казино, только гэмбла, только стримы. Ну, это подразумевает то, что ты всегда в плюсе. Ты же за что-то живешь, значит, ты всегда в плюсе. А разве можно быть в казино всегда в плюсе? Первые полгода я скажу, что да. То есть все мои, когда я начинала стримить, даже, наверное, месяцев 8 я вела статистику, и я реально была в плюсе. То есть всем, кому я говорила, ну, тяжело поверить, потому что казино на дистанции – это все равно минусовая тема, все об этом знают. То есть в казино в плюсе никогда не будешь, за исключением, что если ты там, ну, зашел один раз, там, депнул, выиграл какой-нибудь там, ну, огромный джекпот, и больше никогда не заходил. Но на дистанции ты все равно в минусе. Вот, и, но потом, как бы, у нас же есть все равно партнерские программы, которые мы раскачиваем, да, то есть у нас есть игроки, которые играют, да, и это приносит, ну, ни для кого не секрет, да, стримерам доход. Кому-то приносит, кому-то не приносит. Все партнерки начинают работать на дистанции. В моем случае партнерки начали работать только спустя год моих стримов. То есть все, что, ну, есть, это вот. Ну, это казино, это, ну, это гэмбла. Вот. Ты как-то сказала на стриме такую цитатку, интересную очень вещь, что у тебя спросил кто-то из зрителей, чем ты занимаешься помимо казино, а ты сказала, что ты ничем не занимаешься, потому что ты лудоман, ты занимаешься только этим. Да. Более того, ты как бы не скрываясь говоришь о том, как ты лудоманишь, как сильно ты зависима. Ты также говорила, что тебе тяжело откладывать деньги, собирать их.
Опять-таки по этой же Да, причине. да. Вот совокупность всех этих факторов, она не вызывает у тебя вопросы о здоровости твоего хобби? Ну нет. Несмотря на то, что есть замазки, то, что есть проигрыши денег, в любом случае я на эти деньги живу, да, и мне хватает на жизнь, да. То есть, ну, спустя, например, год стримов, да, практически через год я смогла позволить себе снимать квартиру там за $1000 в доме бизнес-класса в элитном закрытом районе, организовать себе хороший переезд, да, как бы, и купить себе, ну, по крайней мере, все, что мне нужно для стримов, да, то есть если сравнить, как я начинала и сейчас, да, у меня достаточно все, ну, для стримов хорошая стоит, да, то есть я это все сделала сама, исключительно благодаря тому, что я играю, стримлю и посвящаю, ну, большую часть своего времени, ну, вот этому вот делу. Плюс мне это очень нравится. Если бы мне это не нравилось, скорее всего, у меня бы ничего не получилось. А мне это приносит удовольствие. Я могу просидеть 7-8 часов на стриме, ну, и как бы вообще даже не устать. Но получается, если это твой основной источник дохода, ты относишься к казино как к работе, либо все-таки еще это хобби? Я не отношусь к этому как к работе, но я хочу относиться к этому исключительно как к работе, да, то, что есть стрим, есть определенная сумма денег, да, которую я откладываю на стрим, да, ни дальше, ни больше, да, например, вот эта сумма пусть будет там, ну, не знаю, там $300, да, и вот, например, в один день я не могу проиграть, да, больше, но у меня не получается, потому что когда проигрываешь, когда быстро проигрываешь, тебе приходится додепывать, у тебя расход увеличивается, и, соответственно, когда ты вне стримов начинаешь играть, ты тоже проигрываешь. То есть, а если относиться к этому к работе, да, я бы не проигрывала вне стримов деньги, и у меня, ну, достаточно бы больше был, например, мой доход, потому что у меня бывает такое, то, что я могу проиграть все в ноль, все, что у меня есть. Особенно перед каким-нибудь, ну, событием, когда мне, ну, например, там на следующий день, либо через неделю нужна какая-то сумма денег, я могу ее просто залудить. Как бы это не есть хорошо. Но, ну, пока вот так вот я учусь. Надеюсь, что когда-нибудь я научусь больше относиться к этому просто как к работе, к источнику моего заработка и дохода, не более того. Лудомания, потому что на самом деле это, ну, это страшная вещь. Люди могут играть, проигрывать, да, много случаев есть, когда люди берут кредиты, проигрывают, продают там что-то, какую-то технику, телефоны, там еще что-то, чтобы поиграть и отмазаться. Как бы, ну... А у тебя не было таких мыслей? Нет. Никогда? Потому что все, что у меня есть, я заработала сама, мне жалко. Да, у меня есть определенная техника, не знаю, там золото, да, но как бы не было каких моментов тяжело, я никогда не иду, ничего не продаю, там не сдаю, не закладываю. Ну проиграла, заработаю еще. Интересный подход, конечно, к вопросу. Но если ты планируешь прям вот заниматься этим на постой, относиться к этому как к работе, ты все равно рассчитываешь на длительной дистанции быть в плюсе. А ты ведь сама сказала, что на длительной дистанции в плюсе быть не получится. Нет. Я повторюсь, основной источник дохода стримера – это не плюс в казино. Это партнерки, которые приносят деньги, да, какие-то 2 раза в месяц, какие-то раз в месяц. Выигрыши, да, конечно, они есть, но надеяться только на них нет. Это партнерки. Все. То есть ты подстрахована, ну, в принципе, неплохо. Ну, каждый стример, ни для кого, ну, может быть, раньше как-то это скрывалось, да, как-то, ну, не афишировалось так. Сейчас в любом случае все понимают о том, что стример живет тем и делает стримы тем, что, ну, что у него есть партнерки. Но, опять же, если ты начинаешь стримить, да, ну, вот как у меня, да, я первый год практически ничего не зарабатывала с партнерок вообще. Ну, то есть у меня, ну, только спустя год, ну, более-менее как-то начали партнерки приносить, ну, какие-то деньги. Первый год, ну, нет, ни о каких там деньгах, ни о каких там больших суммах речи вообще идти не могло, то есть. Чистый энтузиазм. Ну, депозиты были гораздо меньше. Да. И депозиты были гораздо меньше, были стримерские бонусы, да, то есть я стримила одно казино и брала 200%, депала 5 плюс 200, чтобы у меня были стримы каждый день, чтобы мне как-то развиваться. То есть таким образом стрим можно было растянуть отмыванием этого лагеря там на 3-4 дня. Прям целая схема.
у тебя получается. Предлагаю пока сменить тему разговора и все-таки обратиться к тому, что в первую очередь бросается в глаза. Ты девушка, ты красивая девушка, и ты стримишь Спасибо. казино. Это все-таки не совсем считается женская сфера деятельности. Почему ты выбрала вот это, а не что-то другое? На самом деле, как все произошло? Я никогда не думала, то, что я вообще буду стримером и завяжу, ну, вообще завяжу с этим свою жизнь, да, то есть я до этого никогда не стримила никакие там игры, да, как многие приходят, и вообще о стримерстве не знала абсолютно ничего. Я спокойно закончила школу, отучилась в универе на финансового менеджера, да, и как бы думала, то, что я буду вот работать в финансовой сфере. Пока в один момент у меня была компания, да, которая, ну, несколько людей играли и попросили меня поиграть, доиграть. Им надо было куда-то отлучиться, просто там, ну, вот понажимать, потыкать. То есть до этого я не знала, что такое онлайн-казино, и все. Слот был Big Bad Wolf от Quickspin. Он достаточно красочный, он там сыпется, и, ну, вот он мне понравился. И он мне насыпал, постоянно какие-то бонусы давал, да, то есть бонус за бонусом. И я там выиграла определенную сумму денег. Мне понравилось. Ну, я решила сама посмотреть, что это такое, зарегистрировала, создала свой аккаунт, депнула и, ну, начала просто опять вот в этот слот играть, какие-то еще смотреть. И, в общем, мне на тот момент нравились именно те слоты, которые сыпятся. И я увидела на ютубе, я зашла какой-то слот посмотреть или, ну, что-то такое, в общем, что, ну, люди стримят, сидят. На тот момент, это, конечно, топовые стримеры были, их было не так много, не буду называть имена. И я такая посидела и думаю, блин, классно, вот сидят, стримят, да, и на тот момент как раз вышло видео одного из топовых стримеров, сколько он зарабатывает. То есть он там показывал свою партнерку, и я такая, ага, прикольненько, там что-то сумма, ну, огромная была. То есть человек сидит, в принципе, да, кайфует от того, что он играет, зарабатывает на этом деньги. Я такая подумала, что я тоже хочу. Но я в жизни, ну, очень стеснительная и не такая, что там, ну, общительно, мне надо привыкнуть, да, как бы. И я не знала, как я, то есть, буду общаться с аудиторией, как вообще разговаривать, ну, вообще, что это такое. Я думала целый год. Целый год, как мне это все это. И в прекрасный момент у меня вот так вот просто щелкнуло. Я купила компьютер и такая думаю, ну все, начну стримить. Купила камеру, все, где-то там с какой-то игры нашла человека, который может там АБС-ку настроить, потому что я вообще не шарила. И такая подумала о том, то, что топовых девочек-стримеров нету. И я такая сейчас приду, такая офигенная, порву и буду топом. Но не тут-то было, конечно. Очень тяжело. Первые мои стримы, когда нету никого, я не занималась никакой накруткой, у меня был канал 0. Онлайн был 0, но надо было что-то говорить, надо было играть, что-то делать. Я такая, вот, ну, то есть половина я просто молчала, вот просто молчала. Потом онлайн начал потихоньку собираться, как бы, ну, так вот и началось. Мне очень понравилось сидеть, ну, сидеть, стримить, особенно когда начала появляться аудитория. У меня достаточно хорошая аудитория, ну, начала появляться, которая поддерживала, которые начали меня постоянно смотреть, но я поняла, что это прям мое. То есть я могу долго сидеть, я достаточно усидчивая, мне нравится играть, ну, то есть я поставила себе цель, что я стану топом. То есть в любом случае я, ну, вот из девочек в Гэмбле я буду номер 1, никто меня не переплюнет. Очень амбициозный план. Ну, слушай, я могу тебе только пожелать в этом удачи. В принципе, у тебя есть для этого все. А в Спасибо. целом, ты знаешь каких-то девушек из Гэмблы, с которыми ты общаешься, может, дружишь, либо присматриваешь за конкурентками? Я ни за кем не смотрю из девочек, но я знаю, кто есть, но чтобы так, что следила, нет. Дружить нет, ни с кем не дружу. Ни с кем не дружу, в принципе, из Гэмблы вообще. Ну, только то, что есть какое-то общение с некоторыми стримерами, но дружить нет. Дружить нет. Я не думаю, что у девочек каких-то стримеров со мной может быть какая-то дружба, кроме того, что нужно что-то пробить, узнать, из меня какую-то информацию вытащить. Я не верю в дружбу между девочками в Гэмбле, потому что на сегодняшний день я думаю, то, что мне вообще нет конкурентов именно из девушек в этой сфере. Ну, вообще нету. Много появляется, но быстро уходят.
То есть, ну, либо начинаются копирование меня. То есть, ну, я не знаю, у меня был момент, я там что-нибудь наклею, там себе какие-нибудь там наклеечки, звездочки, это кто-нибудь повторит. Либо начали повторять игрушки, да, как вот у меня прям там вот один в один там игрушки. Я просто коллекционирую, да, у меня достаточно много игрушек, и как бы повторять. Поэтому я не верю в то, что между девочками, повторюсь, может быть тут дружба какая-то. Ну, не верю. В гэмбле или в целом не веришь? В гэмбле. В целом, конечно, может быть, в гэмбле нет. В гэмбле нет, потому что каждая девочка видит во мне очень достаточно хорошего конкурента. Я 1,5 года стримлю, а осенью будет 2 года, я до сих пор на плаву, я до сих пор держусь, да, то есть, ну, как бы, кроме того, чтобы увидеть во мне конкурентку, либо что-то с меня поиметь, я не думаю, что кто-то хочет большего. Узнать, как у меня дела и вообще, как я живу. Девочкам проще найти аудиторию? Я не думаю, что проще. Мужская аудитория, она в основном вот прям лудоманы, да, вот сидят вот прям игроки, там это. А у девочек собирается аудитория, я, наверное, не побоюсь этого слова, можно назвать, наверное, грубо, мальчиков, которые просто хотят на тебя посмотреть. Хотела сказать грубое слово, передумала. Вот просто посмотреть на девочку, вы знаете, не игровые абсолютно люди. То есть 50%, я думаю, у меня аудитория, может быть, даже больше, которые просто приходят посмотреть не на игру, а просто на меня. Ну, просто, разве это просто плохо? Они делают тебе трафик? Они не делают мне трафик. Трафик мне прибыль приносит, то есть зарабатываю я именно на игровых людях, которые играют, правильно? Трафик нет. Они мне делают онлайн, но не более того. Но я, конечно, люблю свою аудиторию, да, я не против, чтобы приходили ко мне посмотреть, но девочкам в этом плане тяжелее. Целевую аудиторию собрать тяжелее. Мужчинам, парням гораздо проще собрать целевую аудиторию. Но все равно, даже если приходят левые люди, которые не интересуются ничем, кроме твоей красоты, грубо говоря, они накручивают просмотры, они пишут в чат, они его оживляют. Все равно есть какой-то фон, на базе которого ты можешь уже искать свою целевую. Это, может, я ошибаюсь? Ну, ты не ошибаешься, как бы, но кроме того, то, что идет рост канала, ничего больше не идет. Но, конечно, нецелевую аудиторию можно перелить в целевую, да, как бы подсадить кого-то играть, но, не знаю, тяжело. Тяжело нецелевую аудиторию перелить в целевую, но это мое мнение. Если человек вот прям какой-то закалки, то что я вот, не пойду играть никогда, он не пойдет играть. А мы как бы, стримим казино, понятно, что мы лудоманы, мы сами проигрываем, но нам тоже надо на что-то стримить, на что-то жить, как бы. Но в любом случае, я всей своей аудитории рада, я их люблю, вся аудитория моя принесла мне некую, узнаваемость, наверное, да, и рост канала. С учетом того, что я не накручиваю себе ничего, то есть вся моя аудитория — это вот моя аудитория. То есть у меня практически 6 тысяч подписчиков, со всеми банами, если бы их не было, может быть, было бы уже, конечно, 20-30, наверное, но вот 6 тысяч живых людей, то есть я не считаю, что это мало. Если их всех собрать вот так вот перед собой, поставить, это дофига людей. Прям дофига. У тебя есть какая-то четкая цель, к которой ты идешь, там, до Нового года 15 тысяч, либо что-то такое? По онлайну нет, у меня только одна цель — стать топ-1. Все. То есть ты не размениваешься на мелкие, сразу поставила себе крупную? Да, и как бы... у меня сразу, да, как только я пришла, спустя 3 месяца, я просто уходила на 2 месяца, не стримила, я думала, вообще не вернусь. Я сразу себе поставила цель, то что я должна порвать, я должна быть, чем я хуже топовых стримеров? Ничем. А почему ты вернулась, если ты уходила и хотела забросить? Что тебя остановило? Мне написала партнерка, что они хотят, чтобы я их стримила. И я вернулась.
Довольно Спустя 2 месяца, лаконично. да. Тяжело было раскачиваться, онлайн был небольшой, да, то есть ты когда не стреляешь и каждый день стараешься, ну и типа такой уже как унылый, такой, ну, блин, наверное, не мое, наверное, не получается. Но вот заметили, написали, и я вернулась, и начало получаться. У тебя в инсте в описании написана фраза, что ты заработала 1 000 000 в казино сама. Первый миллион свой, да. Расскажи, как это произошло. Ну, в общем, первые полгода я не зарабатывала ничего. Было очень тяжело, и в очередной момент, когда у меня, по-моему, какой-то даже конфликт был с одним из казино, и я такая, ну, не стримлю, просто нету денег стримить. И мне пишет человек, Авгемблер это был, типа, не хочешь поиграть с нами в мафию? Я говорю, давай. Только я говорю, никогда не играла, я не знаю. Ну, это есть у него на сайте, можно, кстати, посмотреть, кто не видел. И спустя что-то там неделю мы договариваемся, и, значит, мы играем, и там я знакомлюсь с Шамилем. Шамиль меня сразу замечает, он меня до этого не видел, и такой, типа, ну вот после, типа, мафии напиши, говорит мне. В общем, мы отыграли в мафию, и я такая, ну, блин, ну, не буду писать, наверное, он уже забыл, но я просто такая, я не люблю навязываться, да, как-то, ну, думаю, блин, ну, что я буду писать? И настал такой момент, то, что у меня начала падать телега, люди начали уходить, активность начала падать, то, что я не стримлю. Я такая думаю, блин, ну спрошу, как у старого стримера, совета. И он мне, я ему написала, мы с ним то ли по аудио, то ли мы даже, по-моему, созвонились. Я говорю, так-то, так-то. Говорю, блин, отваливаются, я не стримлю. Он говорит, это нормально. Давай, говорит, я познакомлю с человеком, говорит, который тебе может помочь, который тебя может, ну, продвинуть в гамбле. Это Дима Костерин. Его, ну, много знает, он много кто знает, он довольно давно в гамбле. Мы с ним познакомились, он там сразу мне вот такой вот список накатал того, то, что неправильно, чего нужно исправить, да, то есть там это не так, вот это не так, и он начал со мной работать. И то есть благодаря Диме, ну, то есть Дима в мой карьерный рост принес очень много. То есть благодаря Диме, наверное, у меня вырос онлайн. То есть у меня онлайн доходил там, ну, 1000 плюс живых, не накрученных. У меня начали расти просмотры, мы начали какие-то видео с ним делать, да, видео там набрали на сегодняшний день там по 20 000 просмотров. Ну, и благодаря ему, то есть я начала стримить каждый день. Я начала зарабатывать, он мне выбил очень хорошие условия в партнерке. И, ну, тем самым я буквально там за 3-4 месяца заработала свой первый миллион. То есть чисто только благодаря Диме. Я ему очень благодарна, это очень классный чувак, очень много знает про гэмблу, и, ну, это тот человек, которого, наверное, ну, я слушаю всегда. То есть я знаю то, что у него всегда достоверная информация, и со стороны он всегда даст совет, действительно, который мне поможет, и, ну, в общем, он очень крутой чувак. Очень крутой, он стримеров не берет, он взял меня только потому, что его Шамиль попросил, да, говорит, ну, надо помочь девочке, она классная, у нее получится, я в нее верю. И вот он меня взял, ну, и как бы вот, ну, вот благодаря ему, ну, вот только, наверное, благодаря ему он пришел в нужное время, ну, то есть прям в нужный час, в нужное время ко мне, и сказал, малая, давай, дал мне вот этого волшебного пинка, и все. И мы начали работать с ним, и все менять полностью. Какие-то интерактивы там придумывать, что-то еще там делать, какие-то донаты там собирать, там, ну, буквально на очки, там, Гуччи, еще что-то, и донаты начали расти, да, то есть понятно, что я не пойду покупать эти очки, да, но просто то, что они меняются на какую-то ерунду, да, и, то есть я начала даже донатами собирать довольно приличные суммы на тот момент, когда мы, ну, с Димой были в таком тандеме. Знаешь ли ты, какое сейчас конкретно у тебя финансовое положение в плане гэмблинга? Сколько ты проиграла, сколько ты выиграла? Ведешь ли ты учет? Сейчас нет. Почему? Не знаю, забила на это дело. Раньше вела прям, то есть у меня есть блокнот, где я всегда записываю вывод, депозит, там, ДД, всегда записываю. Но считать не считаю. Раньше прям помесячно вела, то есть сколько я сделала депозит, сколько вывела, сколько я заработала, тем самым знала,
например, в плюсах. Сейчас, не знаю, когда начинается много стримов, много работы, но тебе просто не до этого, и ты забиваешь и перестаешь это все считать. Сейчас не веду. Забиваешь или расстраиваешься, когда подбиваешь итоги, видишь, какая сумма, и она тебя не радует? Может, в этом дело? Ну, нет. На тот момент, когда я вела, у меня все было хорошо. Я достаточно, ну, то есть я жила на то, что я выигрывала. Но потом, не знаю, просто лень. Я ленивый человек, и просто мне, наверное, лень считать. В целом, ты играешь по чуйке или ты играешь по логике? У тебя есть какая-то стратегия, которой ты придерживаешься? Я хочу всем сказать, что никаких стратегий не существует в казино, никаких схем, ничего быть не может абсолютно. Ну, все это неправда, то, что говорят, просто по чуйке. Иногда могу прислушаться, кто-то в чате что-то посоветует, но в основном сама. Все. Интуитивная игра, да? Да, да. Никаких схем, не верьте в то, что есть схемы заработка, выигрыша в казино, нету. И слоты ты тоже выбираешь по чуйке. Да. Я достаточно хорошо знаю слоты. Мои достижения, провайдеры и слоты. Могу чем-то гордиться в этой жизни. Но сама, ну, просто вот. Ну, вот захотелось там пойти, не знаю, там, в свой любимый слот в какой-нибудь там. Или вот поняла то, что как-то вот провайдер, да, например, там вот поигрывает. Бывает такое вот прям, ну вот играет провайдер. Куда не зайдешь, бонус, да, хороший. Начинаешь ходить по этому провайдеру. Ну, то есть все. Вся моя игра так вот и построена. Если ты играешь исключительно по чуйке, почему ты прислушиваешься к советам чата? Когда не знаешь, куда сходить, ну, уже такой сидишь, везде вроде был, либо вот отмазка там нужна, ну, и очень-очень редко бывает такое, то, что я могу, ну, давайте какой-нибудь там слот схожу, который там вы там напишите, но это очень редко бывает. Я не люблю вообще, когда мне советуют, то есть, ну, может быть, за все время, ну, раз 20-30, ну, максимум, да, за 1,5 года я ходила в слоты, которые советуют зрители. В основном я не хожу, потому что, когда проигрываешь, начинаешь винить человека, который советовал, типа, что ты пошел и из-за него замазался. Ну вот замазался. А сколько ты замазывалась максимально? Максимально? Но с учетом того, что я много не депаю и не играю, наверное, самая максимальная сумма была, ну, 100-150 тысяч за раз. А занос максимальный? За один день. Такого вот прям, чтобы огромного заноса нет, не было. Прям, чтобы я там какую-то огромную сумму выигрывала, вот больше 100 тысяч за раз нет. Ну вот 100 тысяч занос там по ставке 100 рублей, да, там, ну вот что-то такое, наверное, самое запоминающее. А так, ну, нет, а в последнее время казино плохо играет. Я думаю, это связано с платежками. А сталкивалась ли ты с сексизмом в гэмблинг-сфере со стороны своих коллег, либо со стороны игроков, других твоих зрителей? Конкретно именно что? Ну, ты девочка, что взять с девочки? Девочки вообще должны сидеть дома и варить борщи, а что ты вот в это в казино пошла? Не твое это, расслабься. Очень редко, когда такое пишут, очень редко. Ну вот прям, ну нету такого, чтобы даже какого-то запоминающего конфликта какого-то, да, ни в чате, нет, ну не было. В основном так не пишут, типа, ну норма, ну стримит девочка, играет, ну ок. Ну как бы такого нету. Может быть, пару раз прям, ну вот было такое, типа, ну вот что там, ты там не твое, ну как бы там не дотягиваешь, еще что-то. Ну, такое редко бывает. В основном заходят и остаются, потому что, ну, вау, девочка стримит круто, останусь, посмотрю. Слушай, ну это очень обнадеживает на самом деле. Если так действительно, то у гэмблинга есть будущее на самом деле. Насколько азартной ты себя считаешь? От 1 до 10? 10. Дальше некуда, да? Дальше некуда. Ну, куда еще? Ну, ой, очень азартно. Ну, прям, я думаю, что это в папу, потому что папа в свое время, ну, любил поиграть там в карты, да, там тоже там в автоматы в какие-то там в 90-х, вот это вот все.
Папа очень азартный был. Сейчас понятно, что нет, но я думаю, что это в крови, наверное, у меня как-то, я не знаю. Я прям очень азартный. Я могу очень долго сидеть, крутить, ну вот, вообще очень долго. Прям и дело в том, то, что я не устаю от этого. У меня бывают моменты, когда я сижу, играю, казино играю, даже вне стрима я могу 12, 13, 14 часов просидеть, играю и не устать. На следующий день пойти еще поиграть. Ну, то есть вот прям вот так вот. Я вот прям люблю. Люблю казино, люблю автоматы. Я слежу за выходом новых слотов. Я практически не пропускаю, когда хороший слот выходит от популярных провайдеров, да, то есть я слежу за тем, что я иду, делаю депозит и смотрю новый слот. То есть я прям вот так вот. А помимо слотов, что ты еще любишь? Я знаю, ты не играешь в лайвы. Почему ты не играешь в лайвы? Я не верю в лайф-игры, и, ну вот что там можно выиграть? Ну, очень редко, как бы, блин, ну нет, неинтересно, не верю в них. В рулетку вообще много видео того-то, то, что там то ли магниты, то ли чего-то, да, там стоят, что там уже заведомо известно, какая там цифра выпадет. Ну, то есть, ну, лайф-игры не мое. В покер хотела научиться, но сложно для меня показалось, это не мое. То есть, ну, вот прям, ну, вот вообще. То есть, ну, вот прям пытались научить, да, но не пошло. Автоматы мое, покрутить мое, слотики мое, остальное, ну, вот, ну, нет. Ну, вот прям вот вообще нет. А оффлайн автоматы, да или нет? Я думаю, что скорее нет, чем да, потому что я азартный человек, и я понимаю, что в оффлайн-казино, если я пойду достаточно... Если я пойду с крупной суммой, и которую, вероятнее всего, я там и оставлю, да, то есть, ну нет. Это, конечно, круто, да, там такая атмосфера, да, то есть, ну, для стримера, может быть, и надо побывать в оффлайне, но нет, нет. Ты не была и не Опасно. планируешь? Я не была, но пока не планирую. По идее, надо просто прочувствовать эту атмосферу, но нет, я боюсь то, что я могу проиграться очень сильно, и как бы, ну, это страх. Страх того, то, что я могу в оффлайне залудить гораздо больше, чем в онлайне, потому что там совершенно другая атмосфера, там старые вот эти все слоты, да, там новоматик, да, интересный, и вот это вот все, как бы, ну, опасненько. Ты боишься вовремя не остановиться? Я знаю то, что я вовремя не остановлюсь. Я знаю себя, и я знаю то, что, ну, не раз просто такое было в онлайне, да, то, что я не могу остановиться в оффлайне подавно, вряд ли я смогу остановиться. Ну, это здорово, что ты адекватно оцениваешь уровень самоконтроля своего. Мне кажется, это тебя спасет в определенных ситуациях. Намного хуже, когда человек считает, что я точно остановлюсь. Вот они все просто не понимают, я-то знаю, как на самом деле нужно играть. Спасибо тебе большое. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Ты безумно милая. Я думаю, наши подписчики абсолютно с этим согласятся. Классного тебе стрима. Возвращайся. Тебя очень ждут. Спасибо большое. Рада была с тобой поболтать. Пока-пока.